Это история о том, как консоль PlayStation от компании Sony в 1994 году просто с двух ног влетела на рынок консолей, где до этого парадом активно командовали Nintendo и Sega, и до сих пор, вот уже 27 лет, остается самой популярной консолью и находится в сердцах миллионов игроков. По сей день консоль является самой продаваемой во всем мире, причем даже не PlayStation 3 или 4, как многие из вас скорее всего подумали, а PlayStation второго поколения с цифрой 157 миллионов проданных копий, которой в спину дышит Nintendo DS. Думаю, история развития этой консоли стоит внимания, и вам будет интересно узнать о Sony PlayStation что-то новое. И мы начинаем. Релиз первого поколения консолей от Sony состоялся 3 декабря 1994 года в Японии и спустя 9 месяцев в США и Европе. Это, безусловно, было временем прорыва в игровой индустрии. История разработки уходит далеко в 1988 год, когда компания Nintendo подписала контракт с Sony на производство дополнительного CD-привода для консолей SNES. У них также был крупный скандал на этой почве в итоге, который даже закончился судом и невыгодным для Sony компромиссом, но не буду омрачать эту историю данными подробностями. В 1992 году было предложено создать абсолютно новую, независимую ни от кого систему, которая способна работать с трехмерной графикой с беспрецедентной скоростью. Ну и в начале 1994 было анонсировано, что Sony выходит на рынок видеоигр со своей собственной приставкой под названием PlayStation X. Я озвучу вам основные технические характеристики. Конечно, спустя 25 лет они кажутся очень уже смешными. Так вот, процессор 32-разрядный с частотой 33,8 МГц. Обращаю ваше внимание, что это именно мегагерц, а не гигагерц. Оперативная память 2 мегабайта, всего лишь 2 мегабайта. Видеопамять 1 мегабайт. Звуковая память 512 килобайт, то есть лишь половина 1 мегабайта. Ну а размеры карт памяти для сохранения игр имели 128 килобайт. И что вы думаете, от этих характеристик все были просто в диком хуе, а конкуренты вообще в осадок выпали. Даже президент компании Sega был настолько в ярости, что лично посетил аппаратное подразделение своей компании и устроил им выговор. Мол, вы чё, ребят, охренели, что ли? Нас же сейчас откровенно ебут. Но и в итоге он настолько напугал своих подчиненных, что те на скорую руку вывалили дополнительный видеопроцессор для их консоли Sega Saturn, которая находилась у них в разработке. Но это совсем не пошло на пользу этой консоли, потому как возникли сложности с программированием под Saturn. Все это в итоге вывалилось в серьезные последствия в будущем. Кстати говоря, это отличный пример того, когда серьезные вещи всегда нужно делать с толком, с расстановкой, все детально спланировав и предусмотрев. Что ж, так как у Sony не было опыта в разработке игр, компания обратилась к сторонним разработчикам игр Namco, Konami, а также 250 группам разработчиков одной только Японии. Команда обеспечила себе стартовую линейку новыми играми, например, Ring Racer и Mortal Kombat 3. Кроме того, Sony купила европейскую компанию Psygnosis, надеюсь, правильно сказал, за 48 миллионов долларов и переименовала ее в Sony Interactive Entertainment, которая и занялась разработкой игр для будущей приставки. Продажи консолей в Японии начались с оглушительного успеха с длинными очередями в магазинах, и она продалась количеством в 100 тысяч единиц в первый день, а потом в 2 миллиона единиц за первые полгода нахождения на рынке. Через некоторое время возник даже серый рынок приставок, которые вывозились из Японии в США и Европу и продавались за большие суммы от 700 фунтов стерлингов. Перед выходом в Северной Америке Sony и Sega представили свои игровые консоли на первой крупной выставке Electronic Entertainment Expo в мае 1995 года. Sega вышла первой, все показали, рассказали, в итоге объявили, что Sega Saturn будет продаваться по цене $400 США. Потом на эту же сцену вышли ребята из Sony и сказали: а мы свою красотку будем продавать по $300, и под аплодисменты покинули аудиторию. Также на конференцию Sony забрел сам Майкл Джексон, что привлекло дополнительное внимание, и были показаны игра Tekken, Ring Racer и игра Wipeout. Sony буквально разнесли конкурентов, даже выпущенная в 98-м Sega Dreamcast особо не поправила ситуацию, так как PlayStation довольно уверенно занимала 60% североамериканского рынка приставок, а в 99-м анонсировала наследницу первой консоли, PlayStation 2. К ней мы сейчас и перейдем. Так вот, второе поколение консолей от компании Sony. После невероятного успеха PlayStation 1, которая себя зарекомендовала как знак качества и влюбила в себя миллионы игроков, конечно же, PlayStation 2 стала наиболее быстро продаваемой и самой популярной консолью в истории. Чтобы вы понимали, эта консоль выпускалась до 2013 года, а именно 13 долгих лет. Это один из самых длинных жизненных циклов в истории игровой индустрии. Многие аналитики предсказывали трехстороннее соперничество между PlayStation 2
2 и ее конкурентами Microsoft Xbox и Nintendo GameCube. Однако выход нескольких игр-блокбастеров в сезон рождественских праздников 2001 года дал PlayStation 2 сильный импульс, достаточный для того, чтобы она оторвалась от конкурентов. Хотя в первые годы Sony не уделяла большого внимания онлайн-играм, ситуация изменилась после выхода Xbox, в которой эта возможность была изначально. Sony адаптировалась к этому в конце 2002 года, выпустив несколько популярных игр с поддержкой многопользовательского онлайн-режима. Сила бренда Sony обеспечила хорошую поддержку системы с сторонними производителями игр. Хотя в момент запуска приставки в продажу в 2000 году выбор и не был особенно впечатляющим. Уже к рождественскому сезону 2001 года было выпущено несколько бестселлеров и хорошо принятых публикой игр. Именно огромное количество хитовых игр сделало эту приставку настолько популярной. Это позволило PlayStation 2 удержать лидерство на рынке игровых консолей, несмотря на повышенную конкуренцию после выпуска Xbox и Nintendo GameCube. В нескольких случаях Sony заключила исключительные контракты с издателями для получения преимуществ перед конкурентами. Аппаратная часть PlayStation 2 позволяет читать как и CD, так и DVD. Сохранена обратная совместимость с играми от старой PlayStation. Есть возможность проигрывания видео с DVD. Новые игры для PlayStation 2 могут работать как с CD, так и с DVD. Возможность проигрывания DVD-фильмов была введена с тем, чтобы для потребителей покупка PlayStation 2 выглядела более оправданной. В начале продаж, это октябрь 2000 года, рекомендуемая розничная цена составляла $300. PlayStation 2 также поддерживает карты памяти от PlayStation 1, только для сохранения из игр для PlayStation 1, а также старые контроллеры. Контроллер DualShock 2 для PlayStation 2 по существу является улучшенной версией контроллера DualShock от PlayStation 1, за тем исключением, что все кнопки, кроме стиков L3 и R3 и кнопок Start и Select, являются чувствительными к силе нажатия. Архитектура геймпада также была изменена в лучшую сторону и стала более надежной и долговечной по сравнению со старой версией. Дизайн в почти неизмененном виде был перенесен и на PlayStation 3. Поддержка оригинальных игр PlayStation была важным качеством для обеспечения продаж PlayStation 2, поскольку позволяла владельцам старой системы произвести обновление с сохранением накопленных игр, а также новым пользователям использовать игры от старой модели, пока разрабатываются игры для новой системы. Бонусом стало то, что старые игры имели две опции: ускоренное чтение с диска и сглаживание текстур, что могло прилично улучшить скорость загрузки и графику старых игр. Ну и в заключение о втором поколении консоли хотелось бы сказать о ее технических характеристиках, чтобы вы видели, насколько сильно она стала мощнее в сравнении с первым поколением. Процессор 64-разрядный с частотой 298 МГц, оперативная память 32 МБ, видеопамять 4 МБ. Помимо этого, 32 МБ из основной памяти может быть выделено под видеопамять. Движемся дальше. PlayStation 3 – это уже третья консоль в семействе PlayStation. С самого момента выпуска приставкой поддерживается большинство игр для консолей предыдущего поколения PlayStation и PlayStation 2. Выход PlayStation 3 в Японии состоялся 11 ноября 2006 года. Количество игр, доступных для консоли, превысило 3590 штук, а общий тираж проданных игр 595 миллионов копий, а производить консоли перестали в 2017 году. И дураку было понятно, что после выхода популярнейших приставок PlayStation 1 и PlayStation 2 создание новой модели было только вопросом времени. Первые слухи уже начали появляться в 2004 году, однако никакой точной информации до 2005 компания Sony не давала. После запуска консоли 11 ноября выяснилось, что некоторые игры для PlayStation и PlayStation 2 некорректно работают на новой приставке. Так наблюдались проблемы со звуком и изображением в играх Final Fantasy и Gran Turismo. Sony объявила, что ошибки будут устранены с выходом обновления программного обеспечения PlayStation 3. Первоначально существовало две конфигурации системы, главное различие которых заключалось в объеме жесткого диска: 20 ГБ в более дешевой версии и 60 ГБ в полной комплектации. Позже объем физической памяти увеличивался в разы, вплоть до 500 ГБ. PlayStation 3 — это такой мультимедийный винегрет с большим количеством способностей. Вы можете играть, слушать музыку, смотреть кино, фотографии, получать и отправлять почту, лазать в интернете. Технические характеристики очень сильно прыгнули вперед по сравнению с консолью прошлого поколения. Процессор 8-поточный с частотой 3,2 ГГц, видеопамять составила 256 МБ, а оперативной памяти использовалось два вида: основная высокопроизводительная и дополнительная, обе по 256 МБ, что в сумме выдает 512
2013. Также Sony похвастались новым беспроводным контроллером Sixaxis, который работал посредством связи Bluetooth. По заявлению Sony, заряда аккумулятора достаточно для 24 часов использования, а для подзарядки от приставки будет использоваться USB кабель. Процесс распознавания дополнительно подключенных беспроводных контроллеров легко виден на 4 светодиодных индикаторах. Одновременно к PlayStation 3 можно подключить до 7 контроллеров. Главной особенностью Sixaxis является возможность контроллера определять свое положение в пространстве, а также улавливать движение и вращение в 3 плоскостях, что позволит использовать в играх новые приемы, не требующие нажатия кнопок. Sixaxis не поддерживает функцию вибрации, что также облегчает устройство. По заявлению компании, вибрация была удалена из контроллера исключительно для снижения цены устройства, хотя ранее считалось, что функции вибрации мешали датчикам движения. Рычаги L2 и R2 в задней части стали почти аналоговыми. Теперь их степень нажатия можно регулировать подобно педалям в автомобиле. У аналоговых стиков был увеличен максимальный угол отклонения, а также повышена чувствительность. А в 2007 году Sony официально анонсировала DualShock 3, отличающийся от Sixaxis наличием вибраций и использованием более качественных материалов, которые предотвращали быстрый износ стиков. Это была основная проблема контроллера Sixaxis. Я, если честно, не пойму негодование некоторых людей, которые возмущаются, что проблема таких геймпадов в том, что они в итоге садятся, и их нужно заново заряжать. Якобы это неудобно, садиться посреди игры, и наоборот хвалят геймпады от Xbox, которые на батарейках. На секундочку, батарейки то и дело нужно покупать, причем желательно покупать хорошие батарейки, чтобы подольше проработали. А геймпады от Sony заряжаются очень быстро, я это говорю как обладатель 3-го и 4-го поколения консолей от этой компании. Да и если посреди игры у тебя он сел, просто подключись на часок по проводу, поиграй в таком режиме, пока он не подзарядится. Потом отключись и снова играй без провода. В чем проблема-то? Меня, например, бомбит от того, что каждый раз нужно следить за наличием батареек в доме, если я хочу поиграть в беспроводном режиме. Ну, короче говоря, даже в геймпаде ощущалась новизна и некий технологический прорыв, несмотря на то, что внешне он точно такой же, как у предыдущих поколений PlayStation, но заметные изменения мы получили уже на 4-м поколении консолей. PlayStation 4 была выпущена на смену PlayStation 3. Продажи начались в ноябре 2013 года в США, Европе, Южной Америке, России и Австралии и в начале 2014 года в Японии. Осенью 2016 Sony выпустила 2 новые аппаратные версии приставки: PlayStation 4 Slim, обладающую уменьшенными габаритами, и PlayStation 4 Pro, оснащенную более мощными основным и графическим процессором с расчетом на возможность вывода изображения и потокового видео в разрешении 4К. По словам главного архитектора консоли Марка Черни, ее разработка началась уже в 2008 году. Он уже в 2007 знал, что разработчики испытывают проблемы в работе с PlayStation 3 и проводил опросы по специальной анкете, осторожно выясняя, что разработчики предпочли бы видеть в консоли для следующего поколения. Среди этих предпочтений звучало желание иметь общую оперативную память, в отличие от PlayStation 3, у которой было 2 раздельных набора оперативной памяти по 256 мегабайт. Один основной и один для графического процессора, а также не больше 8 ядер. Таким образом, отправной точкой для разработчиков PlayStation 4 стал принцип не превращать аппаратное обеспечение в головоломку, которую нужно сначала разгадать, чтобы создать качественную игру. В итоге Марк Черни стал изучать широко применяемую в персональных компьютерах архитектуру 86-го процессора, в конечном счете положенную в основу PlayStation 4. Он также считал, что важно обеспечить разработчиков как можно более доступным и развитым программным инструментарием для работы с консолью. Эта концепция была использована при создании портативной консоли PlayStation Vita, также разработанной под руководством Черни. Об этой консоли также поговорим чуть позже. Но 20 февраля 2013 года Sony провела в Нью-Йорке торжественное мероприятие PlayStation Meeting 2013, где консоль PlayStation 4 была наконец анонсирована под этим названием. Представители компании объявили технические характеристики консоли и рассказали о планируемых социальных функциях. Кстати говоря, пару слов об этих самых характеристиках. Сразу можно отметить, что архитектура PlayStation 4 близка к используемой в персональных компьютерах. Такое решение позволило упростить и удешевить разработку игр для этой платформы. Процессор 8-ядерный с частотой 1,8 ГГц, в Pro-версии 2,1. Оперативка в 16 раз больше, чем у PlayStation 3, а именно 8 ГБ. Специальный аудиомодуль консоли может поддерживать внутриигровой чат, а также большое количество аудиопотоков для использования в игре. Все модели PlayStation 4 поддерживают цветовые профили с высоким динамическим диапазоном HDR. Специальный режим покоя переводит консоль в состояние пониженного
энергопотребления, позволяя пользователю на время усыпить ее, а потом включить и немедленно возобновить игру или приложение с того же места, на котором он остановился. В этом состоянии консоль также может загружать из сети контент, например, игры или обновления системного программного обеспечения. Основным контроллером для PlayStation 4 является DualShock 4 с тачпадом, гироскопом, акселерометром, вибрацией, моноспикером и подсветкой. Эта особенность подсветки связана с тем, что контроллер проектировался с учетом того, что рано или поздно Sony выпустит шлем виртуальной реальности PlayStation VR, который будет использовать данный индикатор для ориентации в пространстве. Также геймпад оборудован micro-USB-портом, входом для наушников и портом расширения. Контроллер поддерживает выполнение основных операций в OS Windows и Mac OS X. Также легко поддерживает работу с PlayStation 3 и Xbox 360. Успех Sony аналитики связывали с тем, что больше внимания компания уделила цифровым релизам и поддержкой независимых студий, эксклюзивам платформы, упрощением архитектуры своей новой консоли, умеренной стоимостью приставки, хорошей подготовкой к запуску. На конец августа PlayStation 4 была доступна для покупки на всех крупных рынках, когда Xbox еще не было в Японии и большей части Европы. Другим показателем, который сыграл для Sony положительную роль, стала странная политика Microsoft, которая для своей консоли сосредоточилась на развитии продаж для территорий Северной Америки, уделяя намного меньше внимания другим территориям. И даже на родном для себя рынке Microsoft проигрывает Sony, потому что установленный изначально высокий ценник на Xbox и планы сильно ограничить рынок поддержанных игр отпугнул покупателей, заставив перейти игроков на PlayStation 4 и подтягивать на новую платформу своих друзей, так как мультиплеер со знакомыми на одной платформе зачастую определяет выбор среднего геймера, и Sony удалось показать, что в этот раз компанию волнует именно геймер. Дорогие друзья, сейчас мы как раз стоим на пороге запуска нового поколения консолей Sony. PlayStation 5 уже вышла 12 и 19 ноября во всех запланированных регионах, и все, конечно, кто успел предзаказать все это дело, могут опробовать новую консоль. Это первый раз в истории компании Sony, когда они выпускают консоль в двух вариантах. Базовая модель с приводом оптических дисков Ultra HD Blu-ray и версия Digital Edition без данного привода, которая является альтернативным вариантом для потребителей, которые предпочитают покупать игры через цифровое распространение, чтобы люди самостоятельно могли решить, какой вариант им больше по душе. Я наверняка знаю людей, которым вообще не нужен этот привод, и они были очень рады такому предложению. В отличие от своей предшественницы, PlayStation 5 вместо жесткого диска использует твердотельный накопитель SSD, настроенный для высокоскоростной потоковой передачи данных, что позволяет значительно улучшить графическую производительность приставки. Устройство также включает модифицированные центральные и графические процессоры от AMD, которые поддерживают технологию трассировки лучей, вывод изображения на экран с разрешением 4К и частотой кадров до 120, 3D-звуковые эффекты и обратную совместимость с большинством игр PlayStation 4 и PlayStation VR. По традиции пару слов о технических характеристиках. Процессор 8 ядер с частотой 3,5, что в 2 раза больше, чем у PlayStation 4. Оперативка 16 гигов, объем SSD-шника 825 гигабайт, графический процессор на 10,3 терафлопса, что больше, чем в 2 раза, чем у PlayStation Pro и в 8 раз, чем у PlayStation Slim. Контроллер PlayStation 5 получил новое название – DualSense. Журналист Wired Питер Рубин отметил, что геймпад немного тяжелее своих предшественников и что в нем есть небольшое отверстие, вероятно для микрофона, а также разъем USB Type-C для зарядки. Другой характерной особенностью контроллера является адаптивное нажатие курков кнопок L2 и R2 на задней стороне геймпада. У разработчиков игр должна быть возможность программно регулировать сопротивление этих кнопок при нажатии, чтобы пользователь, например, мог почувствовать натяжение тетивы лука или различия при стрельбе из дробовика и пистолета. Вот прикиньте, вы стреляете во что-то, а кнопка выстрела сопротивляется нажатию пальцем, причем с разными видами оружия сопротивление принципиально разное, чтобы вы ощущали разницу. Это впечатляет. Геймпад также содержит усовершенствованную систему вибраций, которая предоставляет детальную погруженность и разнообразные ощущения, например, при движении персонажа по различным типам поверхности. Но сейчас, думаю, самое время перестать говорить об этой консоли что-либо и дать ей время на то, чтобы проявить себя. Думаю, компания Sony сможет нас чем-то удивить, так как технологии никогда не стоят на месте, а со скиллами новой консоли появилось новое, громаднейшее поле для деятельности по-настоящему крутых разработчиков. Но не торопитесь закрывать это видео. Конечно же, я не забыл и о двух крутых портативках от компании Sony.
Первая из них, PlayStation Portable, или если короче PSP, начала продаваться 12 декабря 2004 года. PlayStation Portable стала первой портативной игровой консолью, которая использовала оптический накопитель Universal Media Disc в качестве основного носителя. Этот диск, разработанный компанией Sony в 2004 году специально для использования в игровых приставках PlayStation Portable. Он мог вмещать в себе до 1,8 гигабайт данных, в частности игры, видео и музыку. Эта мини-консоль имела оперативку 64 мегабайта. Процессор поддерживал работу на динамично изменяющейся частоте от 1 до 333 МГц. Sony впервые анонсировала разработку PlayStation Portable на пресс-конференции перед E3 2003 года. В то время как прототип консоли не был представлен ни на самой конференции, ни на выставке E3, Sony опубликовала большое количество технических деталей о новой системе. Тогда глава Sony Computer Entertainment Кен Кутараги назвал устройство Walkman 21 века, подтверждение мультимедиа возможностей консоли. Несколько игровых веб-сайтов были впечатлены вычислительными возможностями консоли и предвидели потенциал системы как игровой платформы. Консоль также поддерживала SD-карты памяти на 32 гигабайта максимум. С 2004 по 2011 год выходило 5 версий данной портативки: PSP 1000, 2000, 3000, PSP Go, которая была самой отличающейся, PSP E1000. Более поздние версии отличались объемом оперативной памяти 64 мегабайта, в отличие от самой первой PSP 1000, и даже встроенной памятью на 16 гигабайт у слайдера PSP Go. Также существовало огромное количество аксессуаров. Из основных это камера, GPS, TV-тюнер, насадки на батарею и всякие автомобильные адаптеры. В настоящее время игры с PlayStation Portable можно загрузить на консоль с помощью PlayStation Network через PlayStation 3, компьютера с Media Go или напрямую через Wi-Fi. PSP имела очень много шикарных игр, таких как God of War Chains of Olympus, Final Fantasy Crisis Core, Tekken Dark Resurrection, Little Big Planet, Metal Gear Solid Portable Ops, также Metal Gear Peace Walker и два спин-оффа серии Metal Gear Acid, которые я лично прошел и прям могу отвечать за их качество. Мне даже не верилось, что я играю в портативку. Кстати, она у меня до сих пор лежит спустя все эти годы и прекрасно себя чувствует. Ну и вторая портативка — это PlayStation Vita, которая увидела этот свет в 2011 году. Консоль имела 4-ядерный процессор с частотой 2 ГГц, графический процессор с объемом видеопамяти 128 мегабайт и оперативку 512 мегабайт. В ней уже была встроенная камера, сенсорный дисплей, стереодинамики, микрофон, трехслойный электронный компас, трехосевой гироскоп и акселерометр по схеме с контроллерами Six Axis на PlayStation 3. Ну и вдобавок задняя панель также была сенсорной. Игры для PlayStation Vita распространяются на флеш-картах нового формата PlayStation Vita Card, которые заменили Universal Media Disc. Кроме этого, консоль имеет разъем для новых карт памяти, которые пришли на смену Memory Stick Pro Duo и выпускаются вместимостью до 64 гигабайт. Также у PlayStation Vita имеется функция Remote Play, дистанционной игры. Игровой процесс с PlayStation 4 и PlayStation 3 транслируется на экран портативной консоли, которую также можно использовать как контроллер. На PlayStation 4 все игры поддерживают эту функцию, в отличие от PlayStation 3. Но в некоторых играх можно даже устраивать кроссплатформенную игру между пользователями PlayStation Vita, PlayStation 3 и также PlayStation 4. Вот этой красавицы у меня, к сожалению, никогда не было. Но сейчас, наверное, уже не актуально, так как я уже много лет не играю в портативные игры. Но только если, может, для того, чтобы сделать видео о какой-нибудь игре. Лучшими играми на данную консоль стали Limbo, Mortal Kombat 2011 года, Uncharted Golden Abyss, Metal Gear HD Collection, Killzone Mercenary и очень много игр, которые по сути не являются каким-то портативным или урезанным вариантом, появились на этой консоли. Блин, если честно, я бы даже попробовал, все-таки какая-то магия в этом определенно присутствует. И вот с тех пор, к большому сожалению, Sony заглохла в плане производства портативок. Хорошо это или плохо, одному богу известно. Но сейчас, учитывая нынешние технологии, я думаю, они вполне могли бы также залететь на рынок портативок и утереть нос тому же Nintendo Switch'у, который Lite-версия. Серьезно, я как поклонник консолей от Sony лучше бы перепрошел тот же 4-й Resident Evil или какие-нибудь другие игры именно на их портативке, а не от нинтендовской. Хотя Nintendo я бы тоже хотел попробовать однажды для расширения кругозора. Может быть, как-нибудь себе закажу и Vita, и Switch. Но все же скрестим пальцы и будем надеяться, что Sony не закончила с портативным миром. Ну а на этом у меня все, друзья. Спасибо вам за просмотр этого видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, заходите на мои стримы, впереди новые видео. Всего вам доброго.